Приветствую, товарищи, коллеги, пивовары. Приветствую всех, кто смотрит. Ну и поздороваюсь еще с коллегами по-литовски. Sveiki visi, namų lūdariai, kurie žiūrit. Šiandien dėja kalbėsiu vėl rusiškai savo filmuke, o bus lietuvišки субтитры. Итак, ребята, хочу показать свое устройство. Котел. Но это уже не только котел, тут целое устройство у меня. По системе Speidel Braumaster. Вот. Варю я с ним уже с прошлого лета, с лета 2020 года. И пока очень доволен. Потому я не спешил делать про него фильм. Вот, сегодня буду варить я... Да, кстати, я не буду акцентировать на варку сегодня, просто буду, показывать такими кусочками варку от начала до конца вот с этим устройством. Буду варить сегодня венский лагерь, такой темноватый, скорее всего, он выйдет. Вот, и... Что еще? Так, история, такая небольшая история. Я собирал его около года, больше года. Просто хотелось подешевле. Хотел подешевле найти всякие и дело вышло так, что я нашел эти ноги случайно. Стол этот такой. Потом столешницу нашел. Но это уже, столешницу я уже, когда уже родилась идея, как все должно быть у меня. И вот так вот понемножку. Я потом еще выложу фотографии, как я это все резал там и так далее, сверлил и так далее. И, конечно, видео, во-первых, для тех ребят, которые собираются делать также своими руками что-то похожее, а вдруг чем-то помогу. Так что смотрите. Сейчас я еще возьму камеру и покажу немножко поближе. Сначала покажу, ребята, функцию стола. Он не только держит этот котел, но и поднимается. Покажу просто, до какого уровня он поднимается. Кстати, поднимает свыше 200 килограмм. Вот так. Вот это его самый высокий уровень. Так что очень удобно с различными ферментерами и так далее. Это очень удобно. А теперь давайте подойдем поближе и посмотрим, что там у меня под дном. Я так попробую медленно пройтись, так как... Если кто это будет делать или что, я помню сам, я очень искал такие всякие фотографии. А как же там все под дном сделано? Конечно, если будут вопросы, то пишите и так далее. Тут два насоса у меня. Тоже будут фотографии, потом покажу, какие. Сливной кран. Это уже после слива пива. Для бруха и для осадка всего сливать и мыть. Кран для слива пива. Правда, я его думаю заменить, так как довольно-таки часто надо мыть. А заменить его на кран бабочка или пищевой кран. Меньше мытья, меньше заразы. Вот. Далее... Как видели там под дном, этот весь котел, он висит или стоит, как хотите называйте, на этих нержавеющих планках и на этих штырях с резьбой. И тут, и сзади то же самое. И, кстати, эта резьба также исполняет обязанности или для выравнивания уровня сусла, когда сусло поднимается в корзине и
переливается через край, чтобы все ровненько шло. Можно вот этой резьбой можно выровнять уровень. Ну, далее что? Ну, простой аналоговый термометр. Просто для... Кстати, я бы его ложил чуть-чуть ниже, если кто будет делать что-то такое, я бы ложил его ниже, так как когда сусло поднимается в корзину, сильно уменьшается уровень в баке сусла. И иногда, если поменьше варишь, то термометр остается сухой. Ну, он не обязательный, но просто так. Далее вот обшивка или как-то утепление 6-миллиметровые с обоих сторон. Вот эта фолия. Далее автоматика у меня тоже своими руками собрана. Arduino по проекту Николая Дементьева. Я опять же выложу ссылки потом, фотографии. Ну, считаю, довольно-таки крутая автоматика. Огромное спасибо Николаю за его труды. Привет ему, если он смотрит сейчас. Вот так вот подключается кабель. Кабель подключается для того, потому как она у меня съемная. Она у меня съемная, так что я сделал такой вот коннект. В этом кабеле идут силовые провода и датчик температуры, который на дне. Вот он там виднеется где-то, вот там вот он. Вот он там виднеется. Этот датчик, он экранированный, то есть там простой USB кабель. Советую, он хорошо экранированный. Что далее? Далее ноги у нас очень массивные, хорошие. Вот когда я сверлил вот эти вот ноги для вот этих колесиков, то это цельный металл здесь. Цельный металл. Очень твердые, хорошие ноги. И, кстати, все это со свалки. Вы уж извините. Так же, как и вот эта столешница тоже. Ну и многое другое тут со свалки. Потому мне это устройство мне вышло ровно вдвое дешевле, чем такой же оригинальный котел Speidel Brewmaster 50 литров. Из оригиналов тут у меня только вот эти вот сетки-фильтры и сама корзина, ну и сам центральный шток. Вот эти вот 4 вещи у меня. Да, 3, можно сказать, оригинальные. Ну и что, включим автоматику. Пусть она нам сыграет. Вот видите, Николай Дементьев представляет. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Ну и вот такая музыкальная веселая заставочка. Вот так вот. Ну и далее варка. Так, включаем программу. Где у нас 8 рецептик, загрузить и 0 старт. Залейте воду. Вода залита. Продувка насоса.
Все, пошел нагрев. Нагрев завершен. Засыпьте солод. Засыпьте солод. Ну что ж, солод засыпан. Едем дальше. Первая пауза пошла. Идет вторая пауза. Уже понемножку сусло очищается. Еще не совсем, но красиво. А в это время греется промывочная водичка. И еще один моментик, это видите, у меня здесь провод идет такой. Это температурный датчик, который показывает температуру вверху корзины. Это чтобы видеть разницу температур. Один датчик здесь, один датчик на дне, тоже посередине солодовой корзины примерно. Вот они показывают, вот эта температура, это температура на дне, а вот эта температура, она верхний датчик. И когда, например, сейчас они почти одинаковые, а когда начинается пауза и прогрев, они, конечно, есть разница в 5, даже в 7 градусов. Пока насосы не прогревает, как сказать, не проносит все сусло. Делаем йодную паузу. Я ее вообще-то не часто делаю, но сейчас так для наглядности. Вот никакого изменения цвета мы не видим. Все супер. Итак, промываем солод. Если кому интересно, вот таким образом я это дело реализовал. Поднимаем стол. Конечно, можно работать и лебедкой самой, но так мне легче и удобнее. Так, и опускаем стол. Так, чтобы не... И опускаем стол. Так, немножечко еще. Промывочная вода у нас здесь. Одним словом, вот так вот мы и промываем дальше. Остатки капают сюда, и началась варка. Все у нас закипело,
Первый хмель уже там, остальные стоят, ждут. Вот как-то вот так продолжается работа. Ну что, ребятушки, чиллер уже в будущем пиве. Скоро ложить нам внесить хмель. Чиллер погружен, хмель вносим последнюю партию. Ну и осталось совсем немного. Ну а горячую воду соберу вот 2-3 ведра для мытья того же бака. Условно бесплатную теплую воду. Итак, ребятушки, варка завершена, охлаждение также. И теперь с места варки мы переезжаем к колодцу. Пиво еще в баке. Сейчас я подъезжаю вот сюда. И пиво еще постоит, успокоится немножечко. И потом мы будем его выливать отсюда и мыть. Как видно, наверное, там на камере, что автоматики уже нету, отдыхает. Ну и нечего ее здесь держать под водой. Так, вот он такой лагерь получился, темненький, не из светлых, хотя очень немного там было этих карамельных и кристалл. Прошелся я немного спиртиком по уже давно вымытому и дезинфицированному ферментеру. Прошелся спиртиком все. И чуть-чуть подсохнет и будем разливать. Ну что, давайте разливать. Пиво отстоялось. Вот в чем еще удобство такого стола. Не только то, что показывал, что корзину можно поднимать, опускать, но и так. Вот так. И поехали по стеночке. Пиво уже, как видно, если видно там на камере, чистое, отстоялось немножко, минут 20, наверное, полчаса. И вот так буду наливать фармзилу. Так, не буду вас мучить этим делом, потом еще включимся. Так, там видно. Ага, не было видно пива. Ну вот оно. Чистенькое. Довольно-таки как для ферментера. Вот так вот по стеночке я разливаю. Ну что ж, перелив сусла состоялся. Получил я около чуть больше 40 литров. Ну, выход готового пива будет около 39, наверное. Примерно так. Так, ну и немножко о поплавке. Поплавок у меня вот такой вот от Фармзилы. Вот такой вот самодельный, как видите. Дело в том, что трубка, вот этот конец трубки, он всегда внизу. И
и он никогда не дотрагивается до стенок фармзилы, то есть не собирает осадок со стенок, в отличие от оригинального поплавка. Вот, сделал я такой. Запускаем его сюда. Ну и холодильник. Холодильник у меня с обогревом. Терморегулятор стоит на 11, так как я использую в данном случае Bohemian Lager дрожжи. Они любят с 10 до 15. Но я поставил 11. Чуть подольше, но качественно. Это уже не первый раз испытано. Ну и тот же холодильник у меня исполняет роль. Тут же я буду делать cold crash и тут же буду разливать или в кек, или в бутылки посредством крана iTap. Покажу вот, что сказал, что трубка всегда внизу и никогда не дотрагивается до стеночек. Она лежит параллельно поплавку. Вот видите? Фокусируйся. Не хочет через вот так вот. И трубочка внизу. Так, мойка самого бака. Вот так вот выглядит внутри. Все ясно, после перелива. Много осадка и так далее. Все очень несложно. Опускаем немножко стол. Прикручиваем вот такую трубку. Так, и опускаем стол, чтобы трубка вошла в дырку сюда. Все, открываем кран. И вначале просто холодной водой. Все легко и просто. Как видно, стены не пригорают. Whirlpool тоже сделал свое дело. Вот так все уходит в канализацию. Чисто, красиво. Итак, а далее у меня 3 сосудины с теплой водой. И моем дальше. Ну что ж, не прошло и 10 минут. Бак чистенький. Чтобы... Знаю, что могут быть вопросы. Мыл я вот таким средством. Это в Норвегии. Говорят, что после него не надо ополаскивать, но я, как всегда, ополаскиваю и конечно, провожу дезинфекцию. Так что, как всегда в наших случаях пивных. Что ж, мужики, девчонки, вот как вышло, так показал. Не претендую на лавры какие-то, но просто хотел показать свое устройство, свой аппаратик. Повторюсь, многое здесь сделано из отходов, скажем, вот тот же стол
всякие трубки, нержавейки и так далее. Много тут сделано из отходов. Вот. И ну вот так вот. И варил я то же самое пиво, что и здесь. Даже это темнее, чем то, что я сейчас варил, хотя оно оказалось и темнее, чем вот это, но в бутылке кажется всегда немного светлее. Это лагерь, венский лагерь, или по-нашему, по-советскому, это Жигулевская. Правда, я не сделал проварок третьей части затора, но вот такое пивко. Что ж, ребята, всем вкусного пива, до встречи!